Привет, друзья! Exile здесь, и сегодня Антон, или просто я, проведет для вас краткую экскурсию по нашей пиксельной кухне. Я кратко расскажу о текущем состоянии дел и чуть подробнее остановлюсь на классах персонажей в нашей игре. Как вы уже успели заметить, в последнее время мы немного замедлились. На это есть причины. Меня серьезно отвлекло производство подкаста. Мне пришлось писать не только тексты, но и серьезно разбираться с редактором видео, настройками YouTube и параллельно этому успевать зарабатывать на жизнь. Тем не менее, время это потрачено не зря. Я разобрался в теме, и производство второго подкаста заняло гораздо меньше сил и времени. На программном фронте затишье, но непростой. Перед нами стоит серьезная проблема создания базы для описания статов игровых персонажей, и что еще сложнее, написание функции взаимодействия игры с этой базой. В Unreal это можно сделать множеством разных способов, и Илья пытается разобраться, какой из них наш. Буксует и градостроительный цех. Наш любимый Амир, выдав абсолютно замечательный каирский дом, исчез в дебрях Мезоамерики и наверняка втихаря пьет там текилу и закусывает буррито. Амир, вернись! Нашим героям нужна жилплощадь. Квартирный вопрос только испортил их. Не доводи наших парней до греха. Но не все так плохо. Наши видео набрали уже более 500 просмотров, и у нас появился первый спонсор на Бусти, Демьян Терентьев, поддержавший нас в самый тяжелый момент. Не имея пока возможности тестировать игру в движке, мы с Ильей начали плейтесты в бумажном виде. Вооружившись лего и кубиками, мы провели первую игровую сессию и остались очень довольны результатами. У нас вырисовывается интересная система классов, о которой я сейчас расскажу вам подробнее. Как вы уже, возможно, знаете, действия нашей игры разворачиваются на улицах Каира, столицы средневекового Египта. Главный герой собирает собственное полукриминальное братство и вступает в борьбу за место под солнцем. В игре будут представлены 7 фракций, представляющих различные слои египетского общества. Это прежде всего арабы, фракция главного героя. Кроме них в городе живут трудолюбивые копты, гордые иранцы, лучшие врачи и книжники-евреи, предприимчивые армяне, выносливые нубийцы и воинственные тюрки. С кем-то из них главный герой заключит союз и, возможно, даже породнится, а кое-кто станет для него заклятым врагом, постоянно угрожающим его интересам. Чтобы защитить себя, в распоряжении каждой из фракций будут отважные бойцы, которых можно разделить на 9 классов. Прежде всего, это 3 базовых класса: убийца, защитник и воин. У каждого из них своя роль. Убийца – стремительный и смертоносный боец, вооруженный кинжалом, способный, выскочив из толпы, пробиться к вражескому главарю под носом у телохранителей и нанести ему роковой удар. Защитник, напротив, мощный и сильный боец, способный перехватить любую цель, сбив с ног, проведя болевой прием или расплющив о землю могучим броском. Воин – боец, вооруженный смертоносным длинным клинком или булавой. Мастерски пользуясь длиной своего оружия, он способен наносить смертельные удары любому врагу. Беда одна – никто не гуляет по мирному Каиру с обнаженным оружием, а чтобы выхватить его из ножен, требуется драгоценное время. Сражаясь с врагами, игрок должен умело пользоваться каждым из этих 3 классов. Защитниками, чтобы вывести из строя опасных воинов, прежде чем они выхватят свои длинные клинки. Воинами, чтобы связать боем воинов врага, успевших опомниться и изготовиться к бою. Ну а стремительные убийцы, которым расчистят дорогу соратники, они созданы для стремительного броска на вражеского командира, чтобы одним точным ударом завершить бой. Но это только 3 базовых класса. Их собственный уникальный вариант доступен каждой из игровых фракций.
по мере того, как семья главного героя будет расти, а герой под руководством таинственного старца изучать мудрые книги, появятся новые, уникальные классы персонажей. Но об их удивительных талантах я расскажу уже в следующий раз. Вот такая я бородатая Шахерезада. Ну и под конец я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Год был тяжелый для всех нас. Много раз опускались руки и казалось, что все тупик. Но, несмотря ни на что, мы держим удар и движемся вперед с надеждой на новое светлое будущее. Мы, эксайлы, желаем вам не терять надежду и верить в себя. У нас все получится.